Как повысить концентрацию внимания на работе. В этом видео вы узнаете, как лучше сосредоточиться на работе с помощью полезных советов, о которых я вам расскажу. Они улучшат концентрацию внимания у вас и у вашей команды. Концентрация внимания. Как лучше сосредоточиться? Было ли у вас такое состояние, когда после нескольких недель утомительной работы, когда вам приходилось поздно ложиться и рано вставать, у вас возникал дефицит внимания и появлялась рассеянность? Впоследствии наступает день, когда вам требуется намного больше времени, чтобы сосредоточиться на важной задаче, но вы просто не в состоянии этого сделать. Знание того, как лучше сосредоточиться на работе, является жизненно важным навыком, но вопрос в том, как это сделать, когда вы уже выдохлись. И совсем не важно, были ли вы непоседой в классе или книжным червем, у которого не было проблем с концентрацией внимания, во взрослом возрасте вовлеченность в работу может быть непростой задачей. Но на этот раз все зависит только от вас. В рабочей обстановке управление собственным вниманием, принятие решений и дисциплинированная концентрация внимания целиком находится в ваших руках. Повышение концентрации внимания, которое поможет вам справиться с задачами, может приносить удовольствие само по себе. Вы не только станете работать эффективнее, но и заметите приятные изменения в своем образе жизни. Нарушение баланса между работой и личной жизнью часто называют основной причиной неудовлетворенности работников. Результаты исследований показали, что повышение вашей эффективности может быть лучшим ключом к улучшению, чем сосредоточенность на состоянии баланса между работой и личной жизнью. И, разумеется, в конечном счете улучшение внимания начинается дома. Как улучшить внимание с помощью сна? Какими бы ни были ваши цели, завершить проект, заключить сделку, переделать кипу бумажной работы, качественный сон является насущной потребностью. Вы не сможете сполна воспользоваться результатами своей работы, если устали. Научно доказано, что сон влияет на работоспособность. И неудивительно, что многие из самых эффективных гениев в мире прибегали к восстановительному послеобеденному сну, чтобы поддерживать свои силы. Сон дает вашему мозгу и телу крайне необходимое время, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы после рабочего дня. Рекомендуемая продолжительность сна для среднестатистического взрослого человека составляет 7-9 часов в сутки. Меньшее количество времени может привести к депривации сна, а пересыпание – вызвать упадок сил. Обязательно соблюдайте режим сна каждую ночь. Блокируйте телефонные звонки и текстовые сообщения перед сном. И, если возможно, вообще держите телефон в другой комнате. Просто посвятите время отдыху и расслаблению. Если вы позволите себе по-настоящему перезарядить свои умственные силы, на следующее утро вы проснетесь отдохнувшими и готовыми к работе. Как сосредоточиться на работе и быть внимательным? Такие понятия, как глубокая концентрация и осознанная практика, основаны на идее управления собственным разумом. Применение на практике осознанности все чаще рассматривается как ключ к эффективности. Представьте себе игрока в гольф, отрабатывающего свинг снова и снова. Без осознанности это действие – не что иное, как привычка автопилота, поскольку гольфист просто повторяет удары, запланированные на день. Целенаправленная практика требует, чтобы каждый следующий удар был лучше предыдущего. Рабочее место – это, конечно, не поле для гольфа, но здесь применяются те же правила. Вместо того, чтобы идти в офис с надеждой, что чистая сила воли и высокий уровень энергии обеспечат успех, что нереально, присмотритесь к каждому отрезку своего дня. Ответьте на вопросы и ответьте на них честно. Вы просыпаетесь в одно и то же время каждый день? Вы выделяете себе достаточно времени, чтобы умыться и одеться? У вас есть достаточно времени, чтобы с удовольствием позавтракать и при этом не принять убийственную дозу сахара? Если ваш ответ нет, то самое время приступить к улучшению вашего внимания. Все очень просто. Важно понимать, вы можете начать лучше концентрироваться на работе, просто изменив свой утренний распорядок. В конце концов, вряд ли вы добьетесь больших успехов на работе, если будете до нее добираться в безумной спешке, раздраженным и голодным.
Применяйте изоляцию от цифровых технологий. Цифровые инструменты могут быть весьма полезны, но есть разница между рабочими инструментами и цифровыми отвлекающими факторами, такими как социальные сети и мессенджеры. Эффективность на рабочем месте – это синоним вовлеченности и присутствия в настоящем моменте. Вы можете мгновенно устранить отвлекающие факторы, отключив уведомления от своих друзей и подписчиков. И не попадайте в ловушку, которая называется «Я только загляну». Вы ведь знаете, что этим все не закончится. Вам даже не нужно читать сообщения, вы все равно останетесь в своем телефоне на какое-то время и отвлечетесь от работы. Поэтому избавьтесь от телефона в рабочее время и от всех отвлекающих факторов, которые расходуют ваше внимание и энергию. Оставайтесь сосредоточенными. Если вы хотите знать, как лучше сконцентрироваться, очень важно понимать, что внимание вам необходимо не только на работе. Когда вы научитесь практиковать осознанность в своей повседневной жизни, с момента, когда утром прозвенит будильник, и до того, как вечером ваша голова упадет на подушку, вы сможете значительно улучшить свою способность концентрировать внимание. В результате вы станете намного сильнее в своей работе, выявите лучших в своей команде и будете получать еще больше удовольствия. Я желаю вам успехов, повышения концентрации внимания и осознанности.